Физкульты. 3000 метров – это средняя дистанция, и она характеризуется в Федерации легкой атлетики как 7,5 кругов на открытом стадионе 400 метров. Обычно 3 километра называют самой длинной из всех средних дистанций. Это своеобразная граница. Для соревнующихся на средней дистанции это максимум. Их диапазон от 800 до 3000 метров. А для тех, кто начинает свой беговой путь, это отличный способ сделать сначала 3000 метров, а потом перейти к более длинным дистанциям 5, 10 и так далее километров. Первый официальный мировой рекорд у мужчин был отмечен еще в 1912 году. Результат 8 минут 36 секунд принадлежит финскому спортсмену. А мировой рекорд на сегодня установлен Дэниелом Коменом – 7 минут 20 секунд. Он держится с 1996 года. Но зачем вообще кому-то бежать эту дистанцию? Сейчас я нахожусь в буквальном смысле в спортивном сердце нашей страны. Олимпийский парк Сочи. Здесь каждый миллиметр пропитан спортивной энергией. Я прилетел сюда на несколько дней для того, чтобы посетить фестиваль спорта Iron Star, поболеть за участников этого соревнования, а также сделать несколько своих тренировок. Буквально перед самым вылетом я получил сообщение от организаторов чемпионата мира по Ironman с предложением выбрать одно из двух мест в следующем году. Либо штат Юта, Сан-Джордж, либо Гавайи, Кона. Я сделал свой выбор, и в мае 2022 года я поеду участвовать на чемпионат мира Ironman в штат Юту. Соревнование состоится всего лишь через 7 месяцев, и поэтому уже пора начинать свою подготовку. Кстати, напишите в комментариях, что бы вам было интересно узнать о том, как я буду готовиться к этому чемпионату. И хорошо готовиться – это значит делать хорошие, качественные тренировки. И вот одна, например, из тренировок на этой неделе у меня 3 раза по 3000 метров бег на стадионе. Когда я увидел в своем плане бег на 3000 метров, я вспомнил, как часто задаются вопросы в наших комментариях о том, каким образом подготовиться к этой дистанции и как хорошо ее пробежать. Но для чего же? Ведь соревнования на 3 километра сейчас практически забыты. У мужчин это никогда не было олимпийской дистанцией, как на чемпионатах мира по легкой атлетике. У женщин 3000 метров было частью олимпийской программы всего трижды за всю историю игр. А зачем же уметь хорошо бегать эту дистанцию? Затем, что это вам может пригодиться вне соревнований. Например, дистанция 3000 метров является одной из обязательных дисциплин физической подготовки военнослужащих. При поступлении в военное училище и на службе в армии это обязательный норматив для сдачи. Студентам для прохождения военной кафедры нужно успешно пробежать именно эту дистанцию. Для зачета по физкультуре в школах часто используется забег на 3 километра. А при поступлении в ВУЗ на специальность, связанную с физической культурой, помимо сдачи норматива на 3 километра, большим плюсом будет получение золотого значка ГТО. Недавно эти 3 буквы снова вернулись в нашу жизнь, но продолжают казаться чем-то из прошлого, и неспроста. В мае 1925 года Михаил Фрунзе заявил, что современные войны не ведутся профессиональной армией, ее ведет вся страна. Так начался путь к всесоюзным испытаниям на право получения значка «Готов к труду и обороне». Было решено установить специальные нормы, а тех, кто их выполнял, награждать значком. И 11 марта 1931 года был утвержден проект комплекса ГТО. Целью ГТО была не подготовка какой-то особенной группы, а подготовка всего населения страны. Первый комплекс ГТО предполагал выполнение 21 испытания. От бега на 100 метров и прыжков в длину до переноса ящика с патронами весом 32 килограмма и верховой езды. Польза для здоровья этих упражнений сделала ГТО быстро популярным. Уже в 1931 году значки ГТО получили 24 тысячи советских граждан. Соревнования на звание чемпионов комплекса по популярности не уступали центральным футбольным матчам сезона. Носить значок ГТО стало престижным. Благодаря ГТО миллионы советских людей получили физическую подготовку и военные навыки. Это стало одной из причин, по которой вся страна оказалась готова вступить в бой во время Великой Отечественной войны. Позже система ГТО стала стимулом для развития спорта. Подготовка к выполнению нормативов развивала все группы мышц.
увеличивало выносливость, координацию, умение рассчитывать свои силы. Уже к началу 1976 года более 220 миллионов человек имели значки ГТО. Потом Советский Союз распался, и комплекс ГТО прекратил свое существование в 1991 году. В 2013 году было принято решение в России о возрождении комплекса в современном формате. И сегодня нормативы ГТО включают в себя бег на короткие дистанции, подтягивания, отжимания, прыжки в длину, плавание и много других, в зависимости от пола и возраста участника. Но практически во всех категориях присутствует бег на 3000 метров в формате бега по стадиону или по пересеченной местности. И чаще всего именно с ним возникают проблемы. Ну а какой результат считать хорошим? Про мировые рекорды мы с вами уже поговорили. Нас сейчас они мало беспокоят. Давайте посмотрим нормативы ГТО. Мужчины в возрасте от 18 до 29 лет могут получить значок с результатом от 15 минут. У более старших категорий и у женщин необходимы результаты немного скромнее. Но ГТО – это комплекс дисциплин, каждая из которых требует особой подготовки. Поэтому это сложно назвать беговым тестом. Поэтому предложу еще один формат испытания, который позволит вам проверить свои беговые навыки. Это тест Купера. Кеннет Купер – американский медик, ученый и военный. Изначально это испытание он создал как раз для военных. Его до сих пор применяют в армиях по всему миру, в том числе и в России. Сам тест максимально простой. Нужно пробежать как можно больше за 12 минут. Перед самим испытанием, конечно, нужно провести разминку 10-15 минут медленного бега и такую же заминку после. Результаты теста зависят от пола и возраста, и их можно увидеть в этой таблице. Как видите, мужчинам 17-20 лет как раз нужно пробежать в идеале 3000 метров. А тем, кто старше, желательно приблизиться к этому результату. Кстати, для получения золотого значка ГТО в возрасте от 18 до 25 лет как раз нужно укладываться в 12 минут. Как же это сделать? Часто встречающаяся ошибка – это исключительно интенсивные работы. Но 3 километра – это уже не короткая дистанция, а значит требует вашей выносливости. Поэтому отличным способом подготовки будет длинный медленный бег. Конечно, не 3 часа бега, как при подготовке к марафону, но низкоинтенсивные пробежки более часа один раз в неделю обязательны. Также темповой бег и интервальные тренировки. Это будет основой вашего плана подготовки к этой дистанции. Примерный план тренировочной недели для подготовки к 3000 метров вы сможете найти по ссылке в описании к видео. Количество таких недель, интенсивность и объемы зависит от вашего уровня подготовки. А теперь мои советы, которые сделают ваш забег максимально успешным. Накануне вашего забега за 2-3 дня не делайте интенсивные и изнуряющие работы. Вы можете делать ускорения только как поддерживающий ваш бег. Очень важно отдохнуть и выспаться перед стартом. Спланируйте свое время. За день перед стартом используйте пищу с высоким содержанием углеводов. А в день вашего забега постарайтесь не переедать, чтобы чувствовать себя легко. Изучите погоду в день старта и используйте ее особенности. Постарайтесь, чтобы ваша экипировка максимально учитывала это. Вам не было ни жарко, ни холодно. Заранее ознакомьтесь с местом, где будет проходить забег. И поймите, каким образом вы будете контролировать ваш темп. Если это будет беговой стадион, это будет идеально. Заранее, консервативно прикиньте свое целевое время. И рассчитайте ваш темп и время для отрезков 200, 400 метров и 1 километр. Так вам будет проще в промежутках контролировать, как вы бежите. Выберите для этого забега легкие кроссовки, потому что 3 километра – это достаточно быстро, и ваши кроссовки не должны быть отягощением. Задачей будет на этой дистанции разложиться максимально равномерно. И для этого в приложении Simple Run я посмотрю, какое целевое время для 200 и 400 метров. Получается, отрезки 200 метров я должен пробегать за 46 секунд, а отрезки 400 метров за минуту 32. Я побегу, ориентируясь на целевой темп 3 минуты 50 секунд на километр. А теперь перейдем к самому забегу. Сегодня я попробую пробежать 3 раза по 3000 метров, через 400 метров отдыха и записать свои результаты. Посмотрим, что получится.
Вот мой результат и показатели на этом забеге. Если вы планируете проверить себя на дистанции 3 километра или сделать тест Купера, обязательно поделитесь своими результатами в комментариях. Я это уже сделал внизу. План для подготовки к дистанции 3 километра можно скачать внизу по ссылке в описании. Ну что, бежим дальше к золотым медалям.